Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Здравия всем и солнечного, позитивного настроения. Это видео – очередной ответ на вопросы наших подписчиков. Вот несколько выдержек. В прошлом году в теплице такие были красивые помидоры в начале лета. Цвели, завязали плоды, а когда началась жара, все сгорело, фитофтора погубила наши помидоры. Может, чем-то почву обработать заранее, чтобы не было проблем летом? И еще один вопрос. Замучились мы в теплице и в открытом грунте с этими грибковыми заболеваниями. Может, чем-то всю почву забабахать, чтобы там не оставалось остатков грибков различных. Ну вот у нас такие сообщения, буквально пару сообщений в месяц поступают, несмотря на то, что мы и объясняли, и рассказывали. На эту тему много видео есть, но сегодня есть такая потребность продолжить эту тему. Думаем, что вот этих мыслей наших подписчиков достаточно, чтобы снова вернуться к теме здоровой почвы. Потому что кроме вот таких мнений есть и желающие залить всю теплицу или грядки темным раствором марганцовки, борной кислотой, перекисью водорода, а то и различными растворами химических фунгицидов. Мы просим вас, и просит об этом наша Матушка-Земля, ничем не заливать и не губить массу жителей почвы. Почва – живой организм. На нашей планете, по мнению ученых, 85% живых форм – это микроорганизмы, насекомые, черви, животные, трава, деревья и другие растения. И люди существуют в основном благодаря 1 метру верхнего слоя почвы. Для убедительности приведу еще несколько цифр. По данным ООН, на планете за последние 40 лет утрачено 40% почвы. Организация Объединенных Наций констатирует, что сохранившейся почвы хватит на 80-100 урожаев. А это равно 45-60 годам ведения земледелия, а в некоторых случаях и короче этот период там, где интенсивное земледелие проводится. Это общие, усредненные такие цифры, а на некоторых участках, на некоторых территориях почва находится в состоянии умирания. Это те земли, где интенсивно используются пестициды, химические фунгициды, химические инсектициды, другие ядовитые вещества. В такой почве уничтожается тот природный, естественный кругооборот, симбиоз всего то, что делает почву. Но вернемся к сообщениям, с которых мы начали это видео. Полив почвы растворами марганцовки, перекиси водорода, борной кислоты, химическими фунгицидами не решат проблему с грибковыми заболеваниями овощных и других растений. Например, если пролить почву раствором перманганата калия, марганцовка – это сильный окислитель, антисептическое вещество при соприкосновении с органическими веществами выделяет атомарный кислород. Казалось бы, хорошо, но это хорошо только на первый взгляд. Действительно, при разложении перманганата калия появляются нужные элементы питания – калий, марганец, и антисептик убивает почти все споры грибковых заболеваний. Но одновременно также погибают и другие живые микроорганизмы, которые живут в почве. Допустим, на какое-то время почва, в данном случае после обработки вот таким раствором, мертвая почва не будет иметь возбудителей грибковых заболеваний. Вы заметили, я говорю, это мертвая почва. Но как только открываем дверь теплицы, сюда несутся с потоками воздуха новые порции свежих спор грибковых заболеваний.
Да и на нашей обуви всегда переносятся различные живые микроорганизмы. При первом дожде или тумане опять же переносятся в теплицу миллионы различных спор всякой живности. Они спокойно садятся на почву, на сами растения и при благоприятных условиях, а это высокая температура, высокая влажность, размножаются и поражают наши растения. Причем почва-то мертвая, некому противостоять. И здесь только вот эти все патогены, споры грибковых заболеваний и начинают властвовать и уничтожать растения. Что же делать в таком случае? Такой вопрос мы задавали себе, специалистам, много лет назад. И совместными усилиями, а также с помощью различных опытов, нашли ответ на этот сложный вопрос. Важно было не бороться, а важно было найти тех помощников, которые будут на постоянной основе следить за здоровьем, за чистотой почвы от спор грибковых заболеваний и помогать быть почве постоянно здоровой, живой, перерабатывая причем органические остатки. И оказалось все очень просто. Есть такой биологический фунгицид для защиты растений от заболеваний, от корневых гнилей и увядания растений. И называется он триходермин. Мы уже рассказывали несколько лет подряд об этом уникальном препарате. Огородники различных стран бывшего СССР в большинстве случаев имеют доступ к триходермину вириде. В прошлом году мы испытали триходермин харцианум. Такие названия сложные, но лучше и эффективнее триходерма вириде. Она прекрасно справлялась с защитой овощных растений, кстати, и садовых растений над землей, а также и защитой корнеплодных овощей в самой почве. Причем триходермин можно использовать не только в период вегетации растений по почве и для опрыскивания растений, но и осенью для ускорения процесса гумификации, минерализации растительных остатков и оздоровления почвы. Мы использовали этот уникальный препарат осенью для обработки соломы, которую закапывали в почву. С одной стороны, триходермовиридин ускоряет процесс переработки соломы, а с другой угнетает патогены грибковых заболеваний, которые, кстати, и находились частично на самой соломе. Так что и то, что в нашей почве было, и то, что было привезено с соломой, все над этим работал триходермин вириде. То же самое мы сделали и в теплицах, закопав солому озимой пшеницы, это у нас такая солома была, и обильно перед этим поливали раствором триходермина. Наблюдаем за процессом переработки целлюлозы, то есть соломы в почве. Переработка идет успешно. Казалось бы, осенью внесли триходерму в почву, и весь следующий сезон только посади рассаду, а потом собирай урожай. Кстати, так нам пишут некоторые огородники. Увы, разочарую вас, придется потрудиться и весной, и летом. Мы знаем, что весна будет долгой, холодной и влажной. А значит, с воздушными массами, с осадками будут перемещаться те патогены, микроорганизмы, которые, попадая на наши грядки, будут размножаться при благоприятных условиях и уничтожать с таким усердием выращенную нами рассаду и посаженные картофель, морковь, свеклу и другие овощные растения, и садовые. Поэтому мы стали с зимы искать триходермин вириде в порошке. Мы когда-то им пользовались в 2014 году. Нам понравилось, но потом этот порошок исчез. В ранние сроки свежий жидкий биофунгицид не купишь. Его просто нет. Еще пока предприятие раскрутится, пока будут нормальные условия для их работы. В общем, свежий купить невозможно.
И вот в одном из магазинов перед Новым годом буквально я нашла такой вот порошочек. Виридин называется, триходермин. Порошковый биофунгицид имеет срок хранения 2 года. Это мне очень понравилось. И он был произведен 28 мая 2021 года. Отлично! Если такой препарат продается в маленьких пакетиках, значит он должен быть в продаже и в больших упаковках. И тут на помощь, как всегда, пришел интернет. Я нашла триходермин Вириде в упаковке 1 килограмм. Причем его можно купить непосредственно в онлайн-магазине предприятия. Предприятие, которое изготавливает этот препарат, называется предприятие «Энзим». Сказано, сделано, тем более, что большая упаковка экономически выгодна во много раз. И мы это рассчитали, нам показалось это супер. И я попросила ко всем препаратам, которые я заказала в этом же предприятии, на сайте Энзима есть такая возможность онлайн-покупки, и я их попросила, оператора, который связался со мной, обязательно сертификаты на каждый препарат, который я заказала. У нас еще есть и другие препараты, но сегодня речь о триходермине. И вот посылку буквально через несколько дней мы получили, и здесь есть сертификаты. Для нас важно знать, что препарат свежий. И в сертификате нашли нужную информацию также об условиях сохранения триходермина Вириде в порошке в сухой форме. Оказывается, он хранится именно в порошке от минус 5 градусов до плюс 25 градусов. А начинают трудиться споры и мицелий гриба триходермы при температуре от плюс 5 градусов. Вот это нам и надо. Мы сможем развести порошок в нужный день ранней весны и обработать картофель перед посадкой, сами лунки для посадки картофеля и для посева семян моркови, свеклы, а также почву в теплице до посадки рассады и так далее. И не надо ждать, пока в магазинах появится свежий жидкий биофунгицид трихофит, у нас так он называется, или триходермин, есть разные названия, есть еще и другие названия, но основа – это споры гриба триходермы. Тем более весной в садоводческих магазинах большие очереди. А на грядках надо сейчас, в это весенние короткие периоды, нужно успеть сделать все вовремя, в благоприятное время по агрогороскопам, которые мы составляем в первую очередь для себя и делимся ими со всеми желающими. Кроме триходермина мы купили еще несколько препаратов. О них расскажем чуть позже. Но сегодня триходермин Виридин нужен будет в первую очередь. При сложных погодных условиях именно этот биофунгицид поможет нам справиться с защитой растений от болезней. Кстати, нашла еще очень важную информацию в описании действий биофунгицида. Вот оно. Споры и мицелий гриба триходерма формируют микоризу с корнями растений, обеспечивая увеличение площади усваиваемости растениями питательных веществ и воды из почвы. Так что нет необходимости отдельно покупать микоризу. Супер! В 2022 году очень актуальным станет природное земледелие. Здоровье человека полностью будет зависеть от здоровой почвы и здоровой воды. Долгая и влажная весна, а затем жаркое лето проведут серьезнейшие испытания для всех земледельцев. Нам предстоит основательно подготовиться и с помощью профилактических опрыскиваний почвы и растений биофунгицидами и биоинсектицидами вырастить здоровые растения и хороший, добротный урожай экологически чистых плодов и ягод. Наш сегодняшний выпуск подходит к завершению. Мы, авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик, желаем крепкого здоровья вам и вашим. Прежде чем попрощаться,
Просим вас поставить свою оценку нашему труду для вас с помощью лайков и комментариев. Кто не подписался, подписывайтесь на наш канал и не раздумывайте долго об этом. Ведь здесь каждый день дается важная информация по организации здоровой жизни на Земле, агрогороскопы на каждый месяц, различная технологическая информация по выращиванию различных растений на основании нашего опыта и много другой интересной информации. Делитесь нашими видео с теми, кто вам дорог и кому вы желаете благополучия и добра. Ну а мы прощаемся с вами до завтра. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.